Собранная мной интернациональная группа достаточно быстро сработалась. Проблемы оказались различные организационные вопросы. Например, надо было откормить и полечить людей, извлеченных мной из лагерей. Для формирования эгрегора группы я использовал специальные талисманы, созданные по принципу единого целого. Этот принцип утверждает, что части целого связаны между собой. Разрезав толстую круглую ветку дерева на круглые плашки, мы вставили их в серебряную оправу, подвешенную на стальных цепочках. Для большей важности на серебряных оправах мы изобразили руну Апилла, символ ННРБ, черепа и молнии СС. Все работы по созданию необходимой атрибутики выполняли заключенные в мастерских ближайшего лагеря. Получив изготовленные талисманы, мы провели испытания и достигли неплохих результатов. Моя группа работала как заземление, принимая на себя обратный удар. То, что при стрельбе из огнестрельного оружия называется отдачей. Мы провели несколько тестовых воздействий на группу заключенных, но реакция этих изможденных людей не была показательной, о чем я и сообщил начальству. То, что наш удар валил этих ослабленных людей, было скорее следствием условий их содержания. Начальство тут же прислало циркуляр с приказом произвести тестирование на боевом подразделении. Как раз в это время зондеркоманда села на хвост местным партизанам, на которых я имел большие планы. Наш пси-удар обломал зондеркоманде уже начатую карательную экспедицию. Обследовав немецких солдат, испытавших на себе силу нашего удара, мы смогли выявить не только краткосрочный, но и долгосрочный эффект воздействия, проявившийся в форме пространственной дезориентации и синдрома навязчивых идей. Через несколько недель наше подразделение было переброшено на Украину, где как раз ввели в строй новую станцию. Начальники планировали применить реальное воздействие. Полученная от иерархов эзотерического подполья директива заставила меня открыто вмешаться в ход событий. В момент проведения удара мое подразделение полностью поглотило энергию и перенаправило ее внутрь на участников проекта.